face, chandelier thoughts, no time to waste. Lips like red wine, slow and rare. Silhouettes gasp at what I wear. I ain't trying, this is flow. Turn the carpet into gold. Confidence is couture, I own the room and more. This that midnight glare, dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I light the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. It's that midnight glare, dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I light the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. Spotlight bows when I move close, got 'em stuck in head to toe. Grace with a little bit of bite, gala queen with quiet might. I ain't trying, this is flow. Turn the carpet into gold. Confidence is couture, I own the room and more. It's that midnight glare, dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I light the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. Всем привет, привет. Меня слышно? Если слышно, дайте плюсик в чат, пожалуйста. Отлично, отлично. Всем привет, Константин, добрый день. Бразерджан, Акош, салам алейкум. Евгения, добрый день. Евгения, ты модератор этого чата. Я тебя сделал модератором. Так. Всем добрый день, всем хороших выходных. Итак, начнем с рекап этой недели. Сразу скажу, что я не торговал, вообще времени нет сейчас для торговли, занят другими делами. Сейчас работаю над созданием своего сайта и хочу весь материал курса перевести уже на сайт, а не в телеграм-канале, и защитить весь материал. Поэтому сейчас работаю над этим и другими делами. В общем, я не торговал в этой неделе. Торговали мои студенты. Будем разбирать их сделки и будем смотреть, как вообще формировалось ценовое движение на этой неделе. Да? Вот это ценовое движение, то, что было на этой неделе. Если начнем... Так... со старшего таймфрейма. На прошлой неделе мы ожидали, так, сейчас вот так сделаем, вот так. И кто, если смотрел прошлый недельный рекап, то я говорил, что в начале недели целью алгоритма должны быть вот эти два поя, два rejection блока от дневного таймфрейма. Так. Вот эти два поя, они должны были служить магнитом для цены. И кто, если смотрел прошлый рекап, то я говорил то, что есть два сценария, да. Первый сценарий может быть такой, что мы поднимемся так выше вот этих равных хаев, и магнитом будет вот этот rejection блок для первого, затем спустимся к rejection блоку, который в дискаунте. Либо же я предполагал, что если цена сразу откроется с гэпом, и мы спустимся сразу к диапазону этого rejection блока, то мы могли бы отсюда подняться уже в премиум. И наша неделя показала вот такое движение. Как раз таки в начале недели цена поднялась на премиум, мы сняли buy-side ликвидность, и после этого мы упали уже в дискаунт. Я сам не ожидал, что цена упадет настолько глубоко.
глубоко. Но сейчас я объясню, как можно было в начале недели понять вот это шартовое направление. Как можно было. Здесь мы должны были делать анализ уже на базе квартальной теории. Вопрос студентам и вообще кто знаком с квартальной теорией, да? Если наш квартал формируется по модели XAMD, да, и XAMD, то что происходит, когда... нет, если наш цикл формируется по модели AMDX. Не, AMDX. AMDX. Вот здесь, когда четвертый квартал приходится иксом, что происходит внутри этого квартала? Кто знает? Какое движение здесь ожидается, когда уже квартальная теория уже сформировала аккумуляцию, потом была манипуляция, и дистрибуция уже тоже была, и цена уже вошла в четвертый квартал. Что происходит? Абсолютно верно. Либо цена продолжит, допустим, вот такое движение, да, у нас первое было аккумуляцией, затем во втором квартале сделали манипуляцию, и в третьем сделали дистрибуцию. Допустим, вот так. И когда цена входит в квартал четвертый, здесь либо цена может полностью развернуться, либо оно продолжит это же движение. И как мы должны работать в четвертом квартале, если цена находится в Q4 на старшем таймфрейме? Да? Если на старшем таймфрейме. Здесь все просто. Если цена намерена продолжить свое движение, то она будет работать по order flow. Если цена будет работать по order flow, мы просто должны обращать внимание на ордер блоки и имбалансы. А если она будет разворачиваться, то мы должны просто увидеть слом структуры. Слом структуры на старшем таймфрейме. 1 МСС. И это должно быть в Q4. И что у нас произошло тут? Да? Вот этот месяц, вообще, если посмотреть, сейчас я разделю на месячный цикл, июнь месяц, он уже, можем теперь смело говорить, то, что это было месяцем консолидации. Так, вот я разделил на месяцы, теперь смотрим. Так, можем даже вот так сделать. И вот тут у нас была аккумуляция, потом была манипуляция, и здесь цена вошла в фазу дистрибуции. Апрель-май месяц цена расширялась, да, только так, в одном направлении. Вот это апрель и это май месяц. Теперь, что происходит в июне? Начинается месяц июнь и начинается с консолидации, начало недели, первая неделя. Начинается с консолидации. Я разделю на недели. Вот это первая неделя, затем вторая, третья. Так, и вот здесь. Так, раз, два, три, четыре. 4 недели. Это основной диапазон месяца. И что происходит в начале этого месяца? Мы видим, что цена сначала консолидируется, она формирует аккумуляцию, затем манипуляция начинается не в Q2, а чуть раньше, в конце Q1. Так, сейчас я это разделю все тоже. Вот Q1. Здесь Q2. Q3. И Q4. Так, блин. И Q4, да? Q1, вот. Аккумуляция, манипуляция началась чуть раньше, но в Q2 мы все-таки добили
Да, допустим, если мы должны отметить в Q1 диапазон аккумуляции, вот этот диапазон был, это аккумуляции было, то в Q2 мы сделали манипуляцию. То есть манипуляция, она была у нас, вот она. И в Q4 здесь, вот тут у нас была дистрибуция. Дистрибуция. Дистрибуция, вот она, пришла до вот этого POI нашего, так, да, rejection блока. Нет, на D1 это был rejection блок. Так, S4. Нет, здесь же был последний имбаланс, да? 4-часовой. Да. 4-часовой здесь имбаланс был. И дальше цена не стала двигаться. Затем тут отсюда одно откатное движение внутри дистрибуции должно было быть. И здесь вот тут должно, то есть продолжение дистрибуции должны мы были увидеть. Но цена, вот здесь мы уже завершила Q3 и вошли в Q4. Вот Q4 самый важный момент. Если цена намерена дальше продолжить свое движение, мы здесь должны были увидеть одно смещение, displacement, и либо от ордер блока, от медвежьего ордер блока, либо от бычьего имбаланса цена должна была двигаться по ордер флоу дальше. А что у нас произошло? У нас произошло... Так, у нас произошел слом структуры прямо в начале недели. В начале недели. Это понедельник, либо вторник. И это мы можем увидеть уже. Так, в понедельник, здесь, в понедельник, если мы спустимся на M15 таймфрейм, то вот тут можно увидеть уже фазу аккумуляции. Цена уже начала здесь аккумулировать ликвидность. Вот. Это была аккумуляция. И в понедельник мы сделали манипуляционное движение. Так. Аккумуляция и манипуляция. Вот она здесь была. Так. Студенты, те, кто проходил курс по IBDA Lookback, там есть дополнительный материал, называется, как это, модель ASOC, да? Это One Shot, One Kill Model, то есть торговая модель. И те студенты, кто смотрел этот урок или вообще кто знаком с этой торговой моделью, то они знают, то, что если в начале недели формируется аккумуляция и манипуляция, то это дает большой сигнал тому, что неделя может сформировать профиль Classic Expansion Week. И поэтому нужно всегда обращать внимание на начало недели. Если даже вы не торгуете в понедельник, то мы можем сопровождать ценовое движение, какое ценовое движение формируется в понедельник. И уже во вторник цена в большинстве случаев покажет начало недельного профиля. Вот тут в понедельник мы уже увидели. Сначала было... Если отметим, опять-таки, наши магниты недельные, о котором я говорил на прошлой неделе. Вот здесь это вот этот дневной rejection блок. Затем этот rejection блок. И спустимся на M15 и посмотрим здесь уже. Так. Вот этот rejection блок был. И что сделала цена в начале недели? Цена сначала спустилась, забрала ликвидность полностью с этого rejection блока. Здесь мы сформировали SMT-дивергенцию. После этого мы начали движение на buy side.
поднялись на buy side, здесь тоже сформировали SMT-дивергенцию. И после этого начали уже движение в шорт. Вот тут мы могли бы уже на 4-часовом таймфрейме, либо даже на дневке увидеть слом структуры. Так, я вот это уберу отсюда пока, это тоже. Так, здесь на H4, вот, это был бы уровнем циста у нас. Допустим, просто так делаю и показываю анализ. Вот, это был уровень циста на 4-часовом таймфрейме. Если спустимся на более младший таймфрейм и ну, в целях увидеть там слом структуры, то здесь нам нужен один swing low, который формирует вот этот high. Нам нужно отметить начало вот этого движения. Начало этого движения приходится к вот этому свингу. Вот этот свинг, вот он. Это уровень МСС. Это уровень МСС. И мы видим то, что вот тут происходит displacement. Вот эти 3 свечи – это отличный признак displacement candles. Вот, происходит displacement. Теперь, вот здесь уже в понедельник можно было бы, если кто-то смотрел прошлый рекап, прислушиваясь к моим прогнозам, можно было здесь сориентироваться. Значит, ага, если мы первый rejection блок отработали, здесь поднялись в премиум, затем мы сделали displacement, вот. И если шартовый, вот еще тут вторник пока даже не сформирован, если, допустим, возьмем вот такое движение, вот здесь, вот, закончился понедельник. Мы пока не знаем, что будет во вторник, как здесь работать. Здесь у нас вот этот магнит, он еще не сбалансирован. Цена обязана ребалансировать этот rejection блок. Запомните. И поэтому вот здесь был магнит для уже вторника. Вот здесь стоял магнит для цены для вторника. Понедельник он уже отработал свой сценарий. Я еще раз повторюсь. Еще в прошлой неделе, когда вот этого все не было, я уже говорил, что 2 сценария может быть. И 2 сценария, они будут крутиться вокруг этих 2 rejection блоков к началу недели. То есть для начала недели сценарий был такой. По отношению к этим 2 rejection блоков, и цена должна будет вертеться вокруг них. Первый сценарий такой, и второй наоборот уже, снизу вверх. И на базе вот этого прогноза, вот тут можно было бы уже предполагать, ага, здесь у нас displacement candles, нам нужно просто читать структуру, ребята. Ничего сложного. Это и есть, что называется price action. То есть читать движение цены и делать прогноз на основе движения цены. Вот тут, допустим, вот, ребята, здесь и здесь уже цена формирует ликвидность, будущую ликвидность для себя. Вот она. Это равные equal lows, равные лои. Плюс у нас тут есть вот этот магнит в виде rejection блока. Теперь тут у нас displacement candles. Вот, есть. Слом есть и цист есть. Вот в таком случае, вот после вот этого всего, даже если вы не знаете, что будет дальше вот тут происходить, какое ожидание здесь у вас должно строиться? Здесь вы бы искали вход на продолжение лонгов или же на шортовое движение? Вот, учитывая весь вот этот сценарий. Вопрос вам. Смотрели бы здесь вы лонги, либо шорты? Мы всегда должны искать направление
исходя из ликвидности. Из ликвидности. И плюс совершенно верно. Тонна ликвидности и плюс магнит. И плюс магнит. И плюс здесь уже можно просто читать через PO3. Через PO3. Мы видим, здесь была аккумуляция. Вот, была аккумуляция. Сделали манипуляцию. Если посмотрим на старшем таймфрейме, на H4, мы видим, что цена интенсивно, да, агрессивно поднялась и сразу же закрылась. Вот эта 4-часовая свеча, она говорит здесь уже за себя полностью. Так, это все можем удалить. Вот, мы поднялись, и внутри одной 4-часовой свечи мы сделали все. Сделали тест этого rejection блока, сняли ликвидность и закрылись вот где. Если даже теперь вот этот range, просто сам range мы разделим на премиум и дискаунт. Вот он, премиум и дискаунт. Одна эта свеча уже показывала направление. Вам нужно было просто в понедельник дождаться 4-часовой свечи, закрытие этой свечи. Она закрылась телом ниже дискаунта. Я в недельных рекапах уже говорил и внутри своего менторшипа тоже говорил о том, что если цена намеренно продолжит лонговое движение, то она закрывается телом, вот это тело закрывается в премиуме. Хоть и тест дискаунта был глубокий через фитиль. А тут тела, как говорит ICT Майкл Хаддлсон, именно тела, они формируют историю, а фитили наносят урон. Фитили вот нанесли урон, зачистили ликвидность, протестили rejection блок. Но по SRT тоже шорт. Те, кто проходил курс по IBDA Lookback, там вообще был идеальная подсказка была. Там был классический PO3 на... так... на IBDA. Вот, если смотреть, просто, это я уже говорил студентам, которые прошли курс IBDA Lookback, если бы там я разработал специальный индикатор, и если бы посмотрели бы просто ценовое движение через 3D Lookback, вы бы увидели там классический PO3. Там было вот такое движение. Вот это движение. Было сначала аккумуляция была. Даже сейчас можете просто пройти, включить индикатор и посмотреть именно на IBDA 3D LB. И вы увидите то, что аккумуляция явная была, потом была манипуляция, зачистка байсайда. И дальше уже показывал шорт полностью. Шорты показывали. Поэтому я и говорю, что всегда повторяю, что IBDA Lookback это одно из самых сильных вообще инструментов, концепций, которые я когда-то встречал вообще внутри ICT, концепций. Окей. Даже если не IBDA Lookback, здесь вот этот. Чисто делать, если по структуре, вот у нас тут ликвидность, low resistant ликвидность формируется. Хорошо. Дальше. Допустим, вот такое движение. Теперь по отношению к вторнику. Вот тут у вас был слом через цист, через МСС. Уже во вторник, как мы должны были работать? Да? Либо как бы я сам работал, я вам это расскажу. Я бы сделал бы для себя два сценария опять. Первый сценарий, если я рассматриваю продолжение лонгов. И второй сценарий, если я рассматриваю шорты.
Окей. Первый сценарий. Я бы что сделал? Я бы измерил вот этот диапазон, dealing range, да. Мы уже находимся в дискаунте. То есть мы уже протестировали дискаунт. И во вторник цена должна сразу продолжить вот это движение, потому что мы спустились в дискаунт, здесь протестили вот этот имбаланс, вот он. И отсюда мы видим, что цену здесь удерживают, дискаунт был сбалансирован, и во вторник мы должны были стремительное движение вверх, потому что цена, вот здесь уже, если смотрим, если делать анализ по MMXM, кривая продаж, и тут формируется кривая покупок. И вот тут мы уже преодолели фазу SMR, вот здесь было SMR, low risk buy sell фаза. И здесь как раз-таки диапазон первого Silver Bullet. Тут я бы ожидал одно откатное движение к этому имбалансу, и отсюда бам, расширение должно было быть. Вот. Это первый сценарий для меня. И теперь, если бы я рассматривал бы здесь уже шортовое движение, да, что я должен был бы увидеть здесь? Так. Вот здесь у меня от дневного таймфрейма уровень CIST. Это сильный уровень. И этот же уровень сам является брейкер-блоком. Плюс здесь MSS и Displacement Candle. Я отмечаю самый первый 15-минутный имбаланс. Вот он. И если у меня шортовый сценарий, то вот этот гэп я пока бы рассматривал как breakaway gap. Вот. Breakaway gap. Потому что аккумуляция, манипуляция, фаза уже закончилась, и цена находится в фазе дистрибуции. А когда цена находится в фазе дистрибуции, то цене нет необходимости подниматься, делать глубокий тест. Цель ценового движения внутри фазы дистрибуции – это быстро доставить цену к ликвидности и сделать захват ликвидности. И поэтому чаще всего такие breakaway гэпы формируются именно внутри фазы дистрибуции. Учитывая это, значит, если это breakaway gap, этот второй гэп, он будет у меня рабочим. И цена должна сделать тест этого имбаланса, и отсюда дальше цена должна продолжить свое падение в шорт. Здесь уже чисто MMXM структура вот тут формируется. Вот это MMXM. Так. Кривая покупок. Привет, привет. И здесь уже кривая продаж. Вот тут у нас SMR фаза. И мы здесь находимся ровно в эквилибриуме. Цена находится ровно в эквилибриуме вот этого ценового движения MXM модели. Так. И смотрим, что происходит во вторник. Так, это 15-минутный таймфрейм. Открывается новый день. И вот тут, смотрите, бам, цена делает тест. Я сейчас увеличу этот диапазон, чтобы было лучше видно вам. Цена тестирует этот диапазон. И где закрывается 15-минутная свеча? Она закрывается внутри рейнджа вот этого. Если мы возьмем вот это все как один рейндж, допустим, вот здесь high этого рейнджа и здесь low этого рейнджа. Вот у нас рабочий рейндж. И после зачистки этого рейнджа мы видим, что цена закрывается внутри. Окей, если вы не хотите здесь принимать как бы решение в спешке, и вам нужно дополнительное подтверждение, можно просто дождаться
следующие 15-минутные свечи, как она закроется. И мы видим вот здесь следующая 15-минутная свеча, что она делает. Она сначала поднимается в премиум. Теперь мы просто делим вот этот рейндж, вот рейндж 15-минутной свечи на премиум и дискаунт. Так, вот. И цена, видите, поднялась в премиум, и после премиума она начала движение в шортовом направлении. Это прям хорошо видно на минутном таймфрейме. Так, куда делась? Вот оставим и на M1 пройдем. Вот этот рейндж. Я хочу показать вам на минутном таймфрейме этот рейндж. Вот здесь формируется как раз таки этот low и high, и цена поднимается снова в премиум, и отсюда делает смещение. На M15 закрывается вот ниже вот этого рейнджа. Это еще один признак, это уже подтверждение. Если просто на M1 посмотрим слом структуры, если будем искать, вот у нас слом здесь через цист есть, вот это. Это уровень цист на минутном таймфрейме. И уровень, вот этот уровень был бы MSS. Это был бы MSS уровнем. И оба уровня мы видим, что они пробиты. Здесь, хоть и мы не формируем displacement candles, они формируются вот тут. Вот, видите, полное смещение идет через серию свечей. Даже если перейдем на M5, как раз таки здесь 3, по-моему, вот свечи были сформированы. Вот да, внутри этих 3 свечей и displacement был сформирован. И тут вот здесь я бы уже, видите, когда у вас сценарий заранее готов, вы уже знаете, как работать дальше. Допустим, если даже вы тут, да, еще не поймали вход, у вас будет поймать это вход внутри килл-зоны. Внутри килл-зоны. Просто дожидаетесь либо Азии, либо Лондона. И как раз таки вот в азиатской сессии что делает цена? Вот это displacement candles. Цена приходит, тестирует. Так, это сейчас уберем. Так. Вот этот гэп, он остается с breakaway гэпом. Вот он. И этот гэп удерживает цену. Вот. Это пой. И отсюда уже после, здесь можно было смотреть за словом структуры на M1 таймфрейме, либо на M3. Давайте на M1 посмотрим. И можно было уже входить просто после слома. Вот смотрим, вот этот ордер блок, вот он, этот ордер блок, и цена как раз таки уважает его диапазон. Вот. Если мы разделим этот ордер блок на квадранты, мы можем увидеть, что цена уважает 0.25 как раз таки. Так. Вот, видите, линия 0.25 уровень. Это Institutional Order Flow Entry Drill.
То есть это идеальная точка для того, чтобы поймать вход. И это идеальный момент, когда алгоритм сам вам показывает и подсказывает, где вам нужно входить. Как только цена будет уважать вот эти уровни, это будет вам подсказкой для входа. И тут вы можете увидеть вот серия свечей, и они все уважают именно вот этот уровень. Так, я это удалю, чтобы был вот 0.25 диапазона ордер блока вот этого. Вот он. И все свечи уважают. Если бы это было бы хаотичной торговлей, и рынком управляли бы действительно люди, продавцы и покупатели, то вот такого а, повторяющегося элемента вы бы не видели бы. А это говорит о чем? Это говорит о том, что это алгоритм. Это алгоритм двигает рынком. И поэтому вот такие сценарии, повторяющиеся сценарии, мы видим каждый день. Остается только правильно делать анализ, правильно определять уровни, где вам нужно ожидать это движение. И отсюда цена все начинает свое расширение в шортовом направлении. И здесь уже вот вторая идея, вот лонги уже сразу отпадают, потому что мы не смогли пробить этот диапазон имбаланса. Но здесь мы увидели реакцию. Цена сделала слом структуры внутри с младшего таймфрейма, и мы сформировали здесь displacement. Вот. И отсюда можно уже было работать с таргетом вот в этот rejection блок. По отношению этого rejection блока. Локальный таргет был бы вот этот low, то есть вот этот уровень rejection блока. И как раз вот в лондонской сессии мы достигаем диапазона rejection блока. И здесь вот в Нью-Йорке можно было снова заранее предугадать, какое движение уже здесь можно ожидать. Мы видим, что внутри азиатской сессии и лондонской сессии цена просто падала в одном направлении. Здесь нет формирования low resistance ликвидности. Здесь вообще практически ликвидности нет, потому что цена агрессивно падала в одном направлении. То есть алгоритм доставлял импульсивно цену в сторону ликвидности. И учитывая вот эти два фактора, что Азия и Лондон, они находятся в трендовом агрессивном движении, можно было здесь ожидать уже профиль дня Нью-Йорк Judas Swing. Потому что Азия и Лондон, они не формируют ликвидности. И нам нужно было бы просто увидеть одно ложное движение внутри нью-йоркской сессии и формирование SMT дивергенции именно в лондонской сессии. Если просто посмотрим теперь между S&P 500 и NASDAQ. Так. Мы знаем, что, мои студенты во всяком случае точно знают, то, что если у нас формируется профиль дня Нью-Йорк Judas Swing, то мы должны обратить внимание на dealing range, который был сформирован внутри этого дня. И внутри этого dealing range надо всегда отмечать BPR, либо ордер блоки. Потому что цена, она уже зашла в фазу order flow. А если фаза order flow, то мы знаем, опять еще раз повторюсь,
и буду повторять постоянно на своих стримах, то, что если order flow у вас шартовый, то бычьи ордер блоки будут удерживать цену. Или же, если ордер блока нету, то медвежьи имбалансы будут удерживать цену. И будут поддерживать этот ордер флоу, если он медвежий. И смотрите, вот здесь у нас единственный ордер блок, да, и этот ордер блок, он зона сопротивления. И внутри него я бы ожидал формирования SMT-дивергенции с одним из триады, то есть актив, либо это S&P 500, либо Dow Jones. Вот тут мы можем уже увидеть, что вот этот ордер-блок S&P 500 поглотил и еще дальше ушел, а NASDAQ, он еще находится прям на границе этого ордер-блока. И здесь я бы перешел на M1 и начал бы ожидать слом структуры в шартовом направлении. Так, вот тут у нас, смотрите, volume imbalance. На M1 я бы сделал бы вот таким вот образом. Это было бы у меня уровнем циста. Так, это уровень циста. Либо перешел бы на M3. Здесь более лучше видно. И тут работал бы через инверсионные имбалансы. Вот. Инверсионный. Как только цена закроется ниже этого инверсионного имбаланса и покажет уважение по отношению к этому инверсионному имбалансу, я бы открыл бы позицию. Вот тут формируется, слома нету, но формируется новый лоу. Вот здесь лоу. И теперь этот лоу формирует вот этот хай. Что бы я бы сделал бы здесь? Я бы перетащил бы свой уровень цист выше. Вот. Здесь нету никакого имбаланса слева. Так, на M1 что у нас творится здесь? На M1 как раз таки вот этот уровень был бы для меня уровнем MSS. Так. И как только цена бы перебила бы эти уровни, я бы уже начал бы искать позиции в шорт. Почему? Потому что, я уже объяснил, цена находится в фазе order flow. Дальше, скорее всего, цена не сможет пробиться. Уже сформировали SMT-дивергенцию. Вот здесь я бы уже открыл позицию. Почему? Потому что вот эти три свечи я бы взял бы как displacement candles. Вот эти три свечи я бы взял бы как displacement candles. И внутри них формируется как раз-таки вот имбаланс. Здесь и даже вот чуть выше. Цена даже может даже подняться сюда. Но я бы не стал бы рисковать и ожидать. Я бы сразу здесь бы открыл позицию в шортовом направлении. Тейк поставил бы за этот лоу. Потому что там левее ликвидность, так, если даже она есть, то она находится, по-моему, довольно далеко. Сейчас на часовом таймфрейме посмотрим. Так, это все можем удалить. Это удаляем. Да, цена находится внутри диапазона rejection блока. И дальше здесь BPR. Поэтому я бы не стал ниже таргетироваться. Вот этот лоу, локальный лоу, и есть хороший таргет для текущего ценового движения. Потому что ниже там зона BPR и rejection блок. Это сильные зоны сопротивления. Цене нужно набрать ликвидность топлива, чтобы пробить эти уровни. Поэтому я бы просто довольствовался бы именно этим лоу, либо вообще на вот этот был бы нацелен
по отношению к телам свечей. Если вы хотите прям точно, чтобы ваш take profit отработал, а, цельтесь на тела свечей. Какой бы таймфрейм ни был. Если М1 к телу свечи, если М3 здесь, то вообще вот сюда, где начинается это движение. Вот в таком случае вы никогда не проиграете. Здесь на М3 вообще хорошее ценовое движение. Rejection блок, внутри rejection блока у нас стоит вот swing low. Это всегда будет таргетом. То есть это явная ликвидность. А так можно даже вот так сделать. Это уже зависит, как вы можете сопровождать вашу сделку. Так, теперь стоп куда можем ставить? Мы видим то, что вот тут имбаланс, он уже протестирован, сбалансирован. Значит, стоп можем поставить за вот этот хай и попробовать. Даже если мы поймаем стоп, я все равно зашел бы в шортовом направлении. Просто сделал бы перезаход позиций. Главное, что я правильно определил сценарий и bias. А входы иногда вы можете ошибаться. Ничего страшного. Момент входа может быть у кого-то еще не разработан так идеально. Поэтому люди могут ошибаться в момент входа, и это вполне нормально. Главное, если вы... Вот, смотрите. Так, стоп, уровень выбил. Цена здесь выбила мой стоп-уровень, видите? Но потом вот закрывается здесь свеча снова. Я бы здесь вот тут еще раз зашел бы. Вот тут, вот когда эта свеча вот сформировалась, я бы зашел бы еще раз в позицию. Вот сюда. И снова поставил бы стоп уже в этот уровень. Так. Ланч-сессия начинается. Так, если перейдем на М3. Вот смотрите, М3, если бы, как я и говорил, мы бы целились к телу свечи, наш take profit уже отработал бы. Это swing low. Вот. Это явная ликвидность. И цена здесь формирует дополнительную ликвидность для будущего своего движения. Да, куда наш тейк ушел? В принципе, вот тут можем закрыть, потому что мы достигли. Так, теперь... Так, закрывайте уже. Ладно. Вот тут что мы можем увидеть? Это явный признак отложенной доставки. Вот такой же правильно сказал. Когда у вас формируется вот этот rejection блок, видите, длинная, так, закрыть позицию, длинный фитиль. Это признак отложенной доставки. И вот тут цена вот достигает вот этого хая, зачищает ликвидность вот отсюда. Вот эту ликвидность зачищает и разворачивается. Это самый классический пример, то есть подсказка отложенной доставки. Потому что цена, вот этот разворот, знаете откуда был? Он был из диапазона rejection блока. Вот. Так. Вот этот rejection блок. Вот он. И цена как раз-таки вот здесь достигла его. Вот. И отсюда сформировался у нас этот rejection блок. Это
отложенная доставка. И теперь, зная, что вот это все движение у нас было отложенной доставкой, мы знаем, что значит цель, явная цель, она находится где-то ниже. Если это было отложенной доставкой, значит, вот это движение было отложено. Это движение было отложено, поставлено на паузу. Если это движение было поставлено на паузу, здесь сразу возникает вопрос, а куда же стремилось это ценовое движение? Что было и целью вот этого всего движения? Вот тут мы уже работаем. Так, часовой таймфрейм, окей. Внутри дилинг рейнджа определяем наш дилинг рейндж. Вот наш low. Стоп. Вот наш low. И вот здесь наш high, да? Значит, премиум и дискаунт. Окей. Премиум и дискаунт, это можем закрыть. Все ненужное убрать, это убрать. Это все там не нужно, это тоже. Окей. Теперь, смотрите, если алгоритм поставил на паузу доставку, куда было направлено это движение? Очевидно же, в дискаунт. Окей, если в дискаунт, нам нужно просто отметить пой в дискаунте. И этим поем будет являться что? Если есть имбаланс, то это будет имбаланс в первую очередь. Вот этот часовой имбаланс находится здесь. И он же самый, значит так. В принципе, вот этот диапазон сейчас измерим. Если этот диапазон уже сбалансированный, мы передвинем. Смотрите, ребята, что я делаю. Я измеряю вот этот диапазон, локальный дилинг рейндж, и смотрю, сбалансировано ли, была ли сбалансировка этого диапазона. Мы видим, что цена спустилась в дискаунт, затем мы начали расширение. Значит, он сбалансированный. Поэтому дилинг рейндж мы отодвигаем вот к этому уровню. Вот, к этому уровню. Потому что ниже уже сбалансировано. И внутри теперь вот этого дилинг рейнджа мы должны найти пой. Вот low, high, вот дискаунт. Здесь мы должны пой. Вот часовой имбаланс. И как раз таки он приходится чем? Last FVG. На прошлом рекапе я говорил об этом. Это последний имбаланс. Это очень сильный диапазон. Такие диапазоны могут даже полностью развернуть цену. Поэтому нужно быть осторожным. И значит, внутри вот этого дилинг рейнджа это ценовое движение может вот тут развернуться, потому что это зона сопротивления сильная. И нам здесь, вот здесь мы можем снова поймать вход уже с таргетом по отношению к этому диапазону, к этому имбалансу. Посмотрим, как этот день будет формироваться. Это уже получается, так, вторник закрывается. И начинается четверг. Сейчас закроем этот день и посмотрим уже от старшего таймфрейма. Все, так. Здесь вот закрылся день. Вот тут мы закрыли день. Вот понедельник, вторник уже сформированы. Переходим на D1 либо H4. И там уже делаем анализ, ребят. Окей, вот это все можем удалить, чтобы не мешало. Это все тоже можем удалить. Так. На дневном мы видим, да, сильное смещение. Сформировали сильное смещение. Так.
Переходим на H4 теперь. На H4. И тут, кто хорошо изучал MXM модели? Поднимите руку, я бы сказал весь. Кто изучал хорошо MXM модели? Кто знает хорошо MXM? Вот так еще лучше здесь видно. Даже дам подсказку. Вот кривая покупок, здесь кривая продаж формируется. Вот тут у нас зона SMR. Вот от этого брейкер-блока начинаем. Здесь SMR-зона. Вот она. Значит, так. Кто здесь что видит? Да? Если, окей, MMXM, если MMXM модель, я даже вот так сделаю. Значит, вот тут у нас вторая фаза аккумуляция, редистрибуция. Вот. Реаккумуляция, редистрибуция. Вот здесь у нас первая фаза аккумуляции и редистрибуции, то есть аккумуляции и дистрибуции. Вот. Это в модели MXMB. Это первая фаза аккумуляции и дистрибуции, а это уже реаккумуляция, редистрибуция. Учитывая вот это, что вы должны увидеть с правой стороны? Да, вот это первая, это вторая. Теперь, что должно произойти внутри MXM модели, когда формируется уже правая сторона? Цена. Сейчас я вам покажу. Даже я специально сегодня откопал в Твиттере это. Итак, MXM модель. Вот. Как надо использовать левую сторону MXM моделей для прогноза правой стороны? Вот, смотрите. Здесь первая фаза аккумуляция, дистрибуция, вторая реаккумуляция, редистрибуция. И когда формируется правая сторона, цена сначала делает захват ликвидности этих фаз, затем обратно возвращается в этот диапазон. И это будет первая редистрибуция и вторая редистрибуция. Еще раз повторяю, должен произойти захват. Вот тут у нас всегда mitigation блоки есть. Об этом я уже рассказывал в своем курсе. Объяснял. Кто внимательно изучал, они знают. Mitigation блок. И этот mitigation блок, он будет всегда таргетом и зоной притяжения после зачистки. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Так, это часовой таймфрейм. Что происходит? Вот зона, mitigation зона. Вот она. Цена зачищает эту ликвидность. Мы тестируем last FVG и обратно возвращаемся к диапазону вот этой фазы реаккумуляции, редистрибуции. Затем мы снова приходим уже к второй зоне, то есть отсюда будет первая зона уже. Затем цена обратно приходит сюда, и тут уже как бы день заканчивается, но модель MMXM, она еще не завершена. Модель MMXM не завершена. Это первый момент. Второй момент, ребята, я для своих студентов показывал, где можно ожидать отложенную доставку. Отложенная доставка, она формируется внутри диапазона STDV между 1 и 1,5 отклонения. Вот, пожалуйста, отклонение 1 и 1,5. Я просто сейчас этот диапазон отмечу. Вот. Отметила диапазон.
И теперь, когда цена пришла сюда, и мы здесь формировали rejection блок, вот этого всего, допустим, движения еще нет. Вот этого движения еще нет. Блин, отметьте уже, удались. Почему он не работает? Выбрать. Хорошо. Сделаем вот так. По-другому. Симулятор. Начать заново. Не хочешь так, пойдем по-другому. Так, это часовой таймфрейм. И вот здесь, вот здесь. Вот тут мы уже на более старшем таймфрейме могли уже заранее, когда у вас есть в вашем арсенале, в вашем вооружении такие знания, как отложенная доставка, и где ожидать эту отложенную доставку, вы здесь уже могли поймать вход. Если посмотрим просто на старшем таймфрейме, на 4-часовом таймфрейме, вот. Итак, значит, вот этот диапазон -1, -1,5 отклонения. И здесь находится 4-часовой имбаланс, вот этот. И также у нас last FVG, вот этот диапазон. И смотрите, как закрывается 4-часовая свеча. Формирует rejection блок. Мы могли бы это даже увидеть на часовом таймфрейме. На часовом таймфрейме. Вот первая свеча, вторая свеча и третья свеча зачищает ликвидность, закрывается внутри рейнджа. И внутри этого мы могли бы мы могли бы с вами увидеть слом структуры. Как раз таки Александр кидал, по-моему, в группу. Сейчас я посмотрю, здесь в трейд-чате было. И это... Так. Сейчас я вам покажу это. Как раз он сделал скрин из нашего урока и поделился с чатом. Бля, да где он? Вот. Структура разворота. Видите? Брейкер и слом. Теперь я вам покажу вот это. Вот брейкер. И что здесь происходит? Вот, пожалуйста, слом структуры, тест имбаланса. Вот тут могли бы поймать вход, вот здесь, и зная концепцию отложенной доставки, вы могли бы просто даже не рискуя, таргетироваться вот сюда. Вот здесь, потому что равные хаи, накоплен равные хаи. Либо же на максимум, к вот этим хаям. Потому что мы знаем, что отложенная доставка должна сначала снять ликвидность с buy side, потом уже развернуться и идти дальше. Тест FVG и разворот. Совершенно верно. И на M15 я перейду, чтобы быстрее это все уже раскрутить. Так. Теперь, окей, мы здесь поняли, что ожидаем отложенную доставку, да? Хорошо. Мы уже здесь понимаем, что здесь отложенная доставка. Теперь докуда нам ждать движения? Для этого нам поможет инструмент OTE. Можно ли коррекцию со снятием ликвидности назвать отложенной доставкой? Нет, у отложенной доставки есть свои точные критерии. И я об этом уже подробно все разжевал, рассказал именно как раз-таки на уроке отложенной доставки. Коррекция не может быть отложенной доставкой. Коррекция, она бывает просто до имбаланса и возвращается обратно, да?
Но в грубой форме это можно назвать, конечно, коррекцией, потому что цена, сейчас я перейду на старший таймфрейм, на часовике, вот, либо на 4-часовом таймфрейме, это будет просто откатом внутри вот этой дистрибуции. Вот, потому что у нас вот здесь есть имбаланс 4-часовой, а откаты, они связаны с чем? С имбалансами. И мы видим, что цена вот возвращается в диапазон 4-часового имбаланса, и отсюда потом развернется и уйдет ниже. Да, можно назвать грубой форме откат отложенной доставкой, но есть различие всегда. От, э, у отложенной доставки есть дополнительные параметры, по которым можно его заранее распознать и отработать внутри отложенной доставки. И вот, пожалуйста, цена полностью сделала fulfill 4-часового имбаланса, и отсюда потом уже развернулась обратно. И здесь уже цена закрылась, по-моему, да? Да, неделя закончилась. Но я думаю, те, кто в общей сложности, да, ценовое движение, вот тут уже было понятно. Если бы делали бы анализ, опять, исходя, еще раз пройдемся, еще раз заново пробегусь, просто, что мы делаем? Мы делим месячный наш цикл по квартальной теории. Так. Вот у нас здесь начинается месячный цикл. Вот. И лучше рассматривать на младшем таймфрейме, конечно. Вот. Начинается месяц, значит, у нас последняя неделя. Q4. Если это при условии, что месячная модель формируется по AMDX. И четвертое Q4 приходится у нас X. Вот в этом случае мы как должны работать? Мы должны увидеть либо order flow, продолжение тренда, либо разворот. И если разворот, мы должны увидеть на 4-часовом таймфрейме, либо же на часовом, слом структуры. Вот, пожалуйста, часовой таймфрейм. Здесь мы продолжение тренда не видим, мы видим слом здесь. Вот displacement, и цена делает тест этого циста. Даже вот на этом уровне, вот здесь это уже давал вам сигнал. Это уже был хорошим сигналом. Вот этого всего ценового price action было бы достаточно, чтобы заранее прочесть, как будет дальше развиваться ценовое движение. У нас есть displacement, у нас есть 4-я неделя, и внутри 4-й недели Q4 это разворот, вот у нас есть слом. И вот есть подтверждение уважения циста. Здесь вам алгоритм сам подсказывает. Хорошо, есть слом. Где ликвидность? Ищем ликвидность. Ага, вот здесь и здесь. Потенциально это MXM модель. Сами делаем, прикидываем. Еще, когда вот этого всего нет, просто прикидываем. Хорошо, если это кривая покупок, я должен, значит, что здесь делать? Разделить этот диапазон через swing rates, определить 0,5 эквилибриум. Значит, здесь low resistance ликвидность есть, окей. Вот тут я должен увидеть сильные смещения вот в этом диапазоне. Значит, вот это смещение было, и потом продолжили. Хорошо, значит, MXM модель подтверждается. Если MXM модель, значит, вот тут где-то должно быть у нас отложенная доставка. Потому что отложенная доставка всегда связана с MXM моделью. Угу. Значит, если, допустим, это вот просто прикидываем.
цена пришла в дискаунт, это last FVG диапазон, и здесь rejection block, значит, вот это движение может быть чем? Оно может быть отложенной доставкой. Для чего? Для сбалансировки вот этого рейнджа. Вот этого рейнджа уже. Вот. Этот high, этот low. Значит, мы пришли в премиум, и отсюда мы можем уже ожидать дальше продолжение шортов. Нам нужно здесь просто увидеть SMT-дивергенцию и слом структуры. Ожидаем. Здесь формируется у нас SMT. Dow Jones вообще делает higher high тут, потом остальные здесь остаются в этом же диапазоне. Так, что было у S&P 500? Вот. Так. Делаем вот так. Вот здесь у нас формируется M15. Сейчас на 15 переведу. Значит, S&P 500 не смог обновить этот хай, а NASDAQ, он не только обновил, он еще и установил higher high. Есть SMT дивергенция. Все у вас уже, все постепенно, все элементы складываются в пазл, и вы видите уже более ясную картину. Вначале все то, что было непонятным, неразборчивым, постепенно через вот такой метод анализа вы уже видите всю картину. И вам остается просто выполнять входы и ловить эти все движения. Те, кто затрудняется, не понимает до сих пор ICT, либо кто-то занимался другим, посредством других концепций анализом, многие студенты у меня пришли через волновой анализ, волны Эллиота, некоторые торговали SRT, другие концепции. И большинство затрудняются именно в одном – делать системный анализ. Отдельно вот эти какие-то элементы может любой человек распознать. Но как их совмещать и как их заставить, чтобы они работали на вас, вот это самый сложный момент. Именно этому я и обучаю своих студентов, чтобы сначала как надо распознавать по отдельности каждый элемент, затем как их заставить уже в работе, в совокупности, чтобы один поддерживал другой. Одна концепция, что подтверждала другую концепцию. Вторая подтверждала третью. И в совокупности несколько методов анализа вам дают на выходе, на выхлопе точный прогноз. И на базе этого точного прогноза процент ваших ошибок сокращается. И понимание ценового движения у вас увеличивается с каждой неделей и с каждым месяцем. Я могу точно тебе, сейчас сказать то, что студенты, которые сейчас проходят у меня обучение, они через полгода уже будут совершенно на другом уровне понимания. Почему? Во-первых, это сообщество, потому что более опытные трейдеры делятся своими здесь анализами, а те, кто только-только проходит обучение, они смотрят на эти анализы, на эти сделки и учатся правильно делать анализ, правильно входить, правильно понимать ценовое движение. Это дополнительные условия, да, чтобы студенты более быстрее прогрессировали. Как вам сказать, как это называется? Флора и фауна. Если ты находишься в правильной атмосфере, то твой прогресс, он будет гораздо быстрее. Если там достаточно минералов, достаточно всяких удобрений, хорошие условия, комфортные условия, то рост всегда будет быстрее. Все зависит от того, в каких условиях ты находишься.
Окей, разберем сделки теперь студентов, которые поймали все эти движения внутри этой недели. Значит, понедельник, начало недели, и это сделка Александра. Он является одним из первых студентов, и вообще, можно сказать, благодаря даже ему я открыл свой курс. Он один из первых, кто начал спрашивать по поводу курса, обучаю ли я, есть ли у меня свои курсы. Тогда для меня это все казалось дико, и не было у меня никакого интереса. Но благодаря ему и таким, как он, другие люди начали все больше и больше интересоваться, и потом я решил создать менторшип с торговой, по которой, ну, то есть на основе торговой системы, по которой я сам торгую. И начался путь менторства. И вот как раз-таки вот его сделки, а, он поймал в самом лоу движения, вот здесь вот его входы таргетируются на АТХ, затем вот здесь уже цена пошла в его сторону, здесь он показывает анализ, что это было откатным движением, на откате он еще добавил позиции здесь. Так, сейчас, где его сделка? Это отчет, сумма. В пятницу начал с $300, а здесь уже имеет 1300. Пожалуйста. Кстати, он уже, честно, поздравляю я его. Это второй студент, который добился финансовой независимости, и он уже работает полностью на себя. Он уже не работает на найм, чисто через трейдинг обеспечивает себя, свою семью и все остальное. И сейчас уже вышел на эту стадию. Но за этой дорогой стоит как бы длинный путь. Не хочу сразу делать типа такую рекламу, что о, вот пришел, обучился и бац, уже торгует. Нет. Он сам знает, и другие, которые студенты проходят обучение, не знают, насколько этот путь нелегкий. Но конец, финиш стоит того. Вот его входы. Вот, я не знаю, здесь вот видно. Вот выполнял где вход, здесь добавлял позиции, здесь фиксировался, и здесь окончательная фиксация всего трейда. И как вы видите, все движение от начала до конца было поймано. Это Евгения. Вот, пожалуйста. Я могу тоже сказать с уверенностью то, что Евгения тоже через нее, ей осталось совсем еще чуть-чуть. И она тоже уже в этом пути, можно сказать, на финишной линии, чтобы уже выйти к полной независимости, потому что вот вы видите почти каждую неделю ее сделки, ее трейды, все прям выполняется стабильно, дисциплинированно, лишних входов, овертрейдов нету, и все отмечается. Вот она тоже в скором времени тоже будет уже спокойный, независимый человек в плане финансов и местоположения. Так, Архан. Архан вообще говорил в понедельник, что не собирается торговать, но когда увидел вот такое движение, он просто сказал то, что я не мог удержаться от такого сетапа. И вот поймал прибыль. Понимаете? Вот это уже признак того, что человек работал над собой, делал бэктесты. И он уже, когда увидел ценовое формирование на графике, он уже сразу понимает заранее, что вот это идеальный high probability трейды, да, как это, high probability condition, как на английском говорят, условия высокой отработки. Когда вы уже начнете видеть такие условия, распознавать, вам останется просто нажать кнопку либо buy, либо sell. Снова Александр поймал вот здесь уже, после азиатской сессии. Да, когда человек понимает уже, как двигается
алгоритм, он уже торгует вне сессий, вне киллзон, потому что ты уже понимаешь, откуда и куда двигается цена. И тебе не важно уже киллзоны, макротаймы и все прочее. Это просто дополнительные факторы. Вот его сделки. Минимальный риск, но зато ты, человек, разгружает себя от лишнего давления, и он спокойно работает с минимальным риском, зная, что он все равно заработает эти деньги. Для кого-то может быть показаться, что 34-15 долларов это не деньги, но когда ты в течение часа либо там 4 часов зарабатываешь в совокупности вот здесь так, больше 100 долларов, и продолжаешь такое каждые 4 часа, либо каждые 5 часов, то в конце недели у тебя уже депозит будет нормальным. Поэтому надо просто знать риск money management, да, и понимать, либо контролировать свое удовольствие, свою алчность. Сакен, вот, здесь вот набрал позиции, здесь уже в профите 796 баксов. И пишет, набрал лонги, если появится хорошая бычья свеча, то оставлю позицию до завтра. Если ситуация будет плохой, зафиксирую прибыли в БУ или в БУ. Это парню 17 лет, недавно закончил школу. Вот. То есть здесь дисциплина и желание. Я помню, когда он писал мне в личку, писал с сомнениями, какие будут гарантии, что будет вообще ждать меня в менторшипе, все такое. И для покупки курса мне что понравилось в его истории, он поговорил со своим отцом, объяснил ему, и надо здесь похвалить отца. Отец правильно принял позицию. Отец сказал, хорошо, я тебе дам деньги, но если ты не покажешь результат по окончанию всего курса, ты отработаешь это все. Уже я был удивлен его желанию. Он настолько быстро выполнял домашние уроки, прям как будто щелкал орехи. Я думал, что в конце он не поймет всю концепцию, но нет, я был неправ. Все равно, когда человек молод, он и жаждет обучения, то информация воспринимается быстрее, нежели чем у более старших людей, у кого уже семья, работа, ответственность, это все давит, конечно же. И вот он очень за короткий срок все это быстро освоил и уже начал потом торговать. Прям. И плюс, честно, я завидую сам, потому что он еще в таком возрасте, в 17 лет, все еще впереди такие возможности. Он через 2-3 года, он уже уверен, если будет двигаться в таком темпе, точно уже станет миллионером. Так, это уже сделка Аслана. Так, это во вторник. Это вторник, как раз-таки он поймал Нью-Йорк Judas Swing. Нью-Йорк Judas Swing, то, что я объяснял недавно, вот отсюда. Здесь было подтверждение, и отсюда выполнил вход с таргетом. Вот сюда он таргетируется, как раз здесь тела свечей. Вот его сделка. Продажа отсюда и до сюда. Это Corrado. Corrado. Мне нравится его. Это просто ювелирные входы. Ювелирные. Минутный таймфрейм. Дамы и господа, это минутный таймфрейм. Смотрите, где был выполнен вход. Вот. И куда он таргетируется. Вот сюда. Вот, пожалуйста. Потом, вообще, его сделки, это, как бы, можно сказать, отдельный вид искусства. Поймал бай-позицию, тейк сюда, да, и он эту позицию отработал, он забрал. Затем он открывает вторую позицию уже отсюда в sell.
и снова закрывает здесь. Первое было отсюда на buy, затем на sell. Это насколько нужно быть уверенным в своем анализе, что без страха, без сомнения, так точно выполнять ценовой, да, трейды. Здесь buy, вот заранее он уже знал, что вот сюда цена придет и отсюда развернется, поэтому take здесь стоит. Нет, он наоборот. Здесь вход. Вот это вход. Это я ошибся. Прошу прощения, ребят. Я подумал, что здесь он вошел в лонги. Нет, он здесь зашел в шорт. И здесь стоит стоп. Вот короткий стоп. Здесь вошел. Когда цена пошла против него на минутном таймфрейме, здесь вот минус 13 баксов. Но потом вот отработка его. Вот она. Вот она отработка. Женя. Она тоже поймала это движение. Вот. Шарты. Да, шорт-поза. Это я не обратил внимания. Это была шорт-поза. И это был вот здесь диапазон входа был. Здесь стоп-лимит, а здесь buy, take profit. Это я неправильно растолковал. Так, четверг. Сделки четверга. Вот здесь sell позиции открываются с таргетом сюда. Вот сделка. И анализ заодно. Аккумуляция, манипуляция и ловим дистрибуцию. Вот анализ. Это Евгений, это Женя. Вот каждый день. Если сидеть дисциплинированно, не спеша, не торопясь, работать над собой, то любой может добиться понимания ценового движения. Вот эта сделка вообще тоже прям перед бумом, перед ракетой вход идеальный. И сразу поймали дистрибуции, не ждали долго. Серхио. Тоже анализ показывает здесь, что AMD формируется. Шривант, наш друг из Индии. Да, он пропал на некоторое время. Я рад его видеть здесь. Мы все рады были его видеть. И вот его сделки. Take Profit 1, 2, 3, 4, 5. Все Take Profit сразу поймал. Вот. И даже 4. И как раз вот по этому анализу здесь вот Серхио делает анализы и показывает full take profit. Тоже он достиг 1, 2, 3. Это Александр. Вот его сделки. Тоже вход все в sell. Take profit этот low. И вот, пожалуйста, как он сопровождал свою сделку. И take profit. Бам! Смотрю, у самого руки чешутся, но никак не было возможности торговать. Был занят. Это снова Шриванс делает анализ. Вот. Первый анализ ожидает манипуляцию, затем дистрибуцию в шорт. Манипуляция будет либо до ордер блока, либо с очисткой buy сайда. И вот, пожалуйста, отработка его анализа. Шорт пошел, здесь закрылся, здесь вышел через БУ. Это Карадо снова уже работал на минутном таймфрейме, делал скальпинг. Это его анализ, аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Он еще, цена еще не достигла вот этого все. Он заранее вот здесь пишет. И вот его отработка. Аккумуляция, вот манипуляция, дистрибуция. Все, как он и ожидал. Вот, пожалуйста, ребята. Это было до.
Вот здесь скриншот, время 12:58 и 14:07 отработка. Это не постфактум анализ, не все. Все это в реальном режиме делается сначала анализ, делается скрин, и затем уже подтверждение подкрепляется. Вот, ребят. Take Profit 1, Take Profit 2. Вот таким вот образом всю неделю студенты отработали, закрыли свои позиции, а те, кто еще обучается в процессе, вот такая была. Спасибо, спасибо, брат. Спокойной ночи, хорошего отдыха. Да, да, насчет трейда Иры. Вот он. Вот она поймала прям перед вот этим бумом ракеты. Ира торгует осторожно, не торопясь, но зато точно, что и приветствуется. Не надо сразу биться об каждое движение. Если знать, где надо входить и откуда, этого достаточно. Как раз вот это пример у Иры, как она торгует. На этом все, ребята. Так, прогноз на следующую неделю. Продолжение вот этого движения в шорт. Шорт. Так, на недельном таймфрейме у нас есть магнитная зона в виде вот этого недельного имбаланса. Вот. Ожидаем падения цены к этому диапазону. Если еще ниже будем отпускаться и телом закрываемся ниже вот этого уровня, вот этого, то можно смело работать уже в шортовом направлении. Но я почему-то думаю, что после захвата вот этой ликвидности цена может развернуться опять в лонги. Потому что вот этот диапазон, я считаю, что он сбалансированный. Вот этот диапазон. Почему? Потому что здесь уже были вот и до вот этого уровня. Ниже этого уровня цене нет смысла спускаться вниз. А выше снова диапазоны BPR. BPR диапазоны. Вот на дневном таймфрейме прям хорошо видно здесь. Даже на трехдневном. Но если цена все-таки покажет свое намерение идти в шорт для ребалансировки вот этого дилинг рейнджа, то мы будем работать в этом направлении. Ничего страшного. Вот. Потому что цена не отпускалась, дискаунт здесь. Цена может сделать более глубокий откат, еще ниже, либо развернуться уже вот отсюда. Как раз здесь у нас есть вот этот имбаланс. Так, на недельном таймфрейме. Вот этот имбаланс будет. А ниже у нас вот диапазон еще один есть BPR. Вот он. Это BPR. И ниже еще BPR. Ну, будем смотреть, как будут закрываться свечи на старшем таймфрейме. Они будут подсказывать наш байс. Пока что шорты. По IBDO Lookback тоже шорты. MXM тоже показывает шорты. И Dealing Range наш тоже показывает шорты. На этом все, ребята. Спасибо всем. Хороших выходных. Ставьте лайки, пишите комментарии, если у кого-то есть вопросы касаемо любой темы с трейдингом, с точки зрения психологии, техники. Пишите, обращайтесь. Буду рад помочь. Если кто-то, опять-таки, сомневается в своих сделках, либо сливает, не может приобрести стабильность, то приглашаю вас на свои курсы. Ребята, кто уже прошел обучение, кто проходит обучение, они вот здесь пишут свои реальные отзывы, это ничего не куплено, это люди сами пишут после получения опыта от курса и вообще после работы со мной. Почитайте отзывы, понаблюдайте, посмотрите рекапы, можете просто
прочекать всю историю. Если вы сочтете это достаточно, пишите мне лично в Telegram, выходите на связь, смело, и мы с вами дальше обсудим все детали. Всего доброго, ребята. Пока-пока. Хороших выходных всем.